Добрый день! С вами Елена Дерябина, врач-невролог, главный врач Центра лечения спины «Спасибо, доктор». В этом видео я расскажу о кинезиотейпировании и покажу, как его выполнять. Если тема вам интересна, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Тейпирование – метод лечения и профилактики заболеваний костно-мышечной системы путем наложения эластичных лент со специальным клеящим слоем. Классические кинезиологические тейпы представляют собой эластичную клейкую ленту или пластырь, изготовлены из 100% хлопка и покрыты гипоаллергенным термочувствительным клеящим слоем. Он активируется при температуре тела. Кинезиологические тейпы обладают толщиной и эластичностью, сходными по свойствам с поверхностными тканями человеческого тела. И при правильном наложении тейпа уже через 15-20 минут пациент перестает его ощущать. Хлопковая основа тейпа способствует лучшему испарению и дыханию кожи, а также быстрому высыханию тейпа. Ширина тейпов бывает 5 см или 2,5 см. Иногда используются уже готовые полоски тейпов или наборы уже готовых полосок разных размеров. Хороший качественный кинезиологический тейп тянется только в одном направлении – вдоль продольной оси. Адгезивный клеящий слой качественного кинезиологического тейпа акриловый, и термочувствительные аппликации полностью начинают работать только при температуре тела. Также адгезивный клеящий слой гипоаллергенный, не вызывает раздражения кожи и аллергии. Классический кинезиотейп не содержит лекарств и латекса. Он является влагостойким и может применяться в водных видах спорта. Сейчас огромный выбор различных типов кинезиотейпов. Их нужно покупать у производителя. Тейпы могут быть хорошими и в интернет-магазине. Сейчас предлагаются хорошие корейские тейпы. И европейского качества тоже очень хорошие. Тейп работает круглосуточно, 24/7, поэтому с успехом используется в медицине. Важен такой показатель, как адгезия, клеящая способность и плотность. У спортивных тейпов адгезия и плотность выше, а у терапевтических ниже. Существуют специальные тейпы по лицу. Для чувствительной кожи могут использоваться шелковые тейпы. Бывают дизайнерские тейпы с картинками и надписями. Бывают тейпы разных цветов. Считается, что розовый или красный цвет оказывает стимулирующее воздействие на нервную систему и является цветом тепла. Голубой или синий цвет, цвет воды, используется при психоэмоциональном перенапряжении и является цветом охлаждения. Следующий цвет тейпа – черный. Чаще всего именно он используется в спортивной медицине, особенно в уличных видах спорта. Связано это с тем, что по законам физики на солнце черный цвет разогревается быстрее других и поглощает тепло. Во время ношения аппликаций увеличивается время ношения за счет дополнительного прогрева его адгезивного слоя. Тейп бежевого или телесного цвета незаметен под одеждой. Классическая методика кинезиологического тейпирования предложена в 1979 году японским доктором Кензо Касе. Еще в начале 70-х годов XX века доктор Касе задумался над созданием методики, позволявшей сохранить эффект от рук терапевта на долгое время. В 1973 году он вырабатывает концепцию будущего метода, изучает почти 10 лет, как работает метод, а в 1979 году появляется первое описание методики мышечного кинезиологического тейпирования и принципов наложения аппликации. В 1982 году опубликована первая книга по кинезиотейпированию на японском языке. В 1983 году у доктора Касе начали приглашать ведущие японские телеканалы, где он рассказывал об этом методе. Международное признание метод получил в 1988 году, когда на Олимпийских играх в Сеуле весь мир увидел японских спортсменов с кинезиотейпами. И весь мир оценил успешное выступление японской команды и потенциал данной методики. В нашей стране методика кинезиологического тейпирования стала применяться сравнительно недавно.
В 2015 году вышло первое учебное пособие для студентов-медиков и врачей «Основы кинезиотейпирования». Авторы книги Касаткин, Очкасов, Добровольский. И в этом же 2015 году в России было создано первое профильное профессиональное медицинское сообщество – Национальная ассоциация специалистов по кинезиотейпированию, которая объединила врачей разных специальностей, использующих в своей практике эту методику. Классическое кинезиотейпирование может применяться как самостоятельный метод, а может в комплексном лечении различных травм и заболеваний с другими методами. Где применяется кинезиотейпирование? В спортивной медицине. Это различные травмы, нарушение работы опорно-двигательной системы, наработка рабочего паттерна движения спортсменов. В медицинской реабилитации, в неврологии при нарушении мозгового кровообращения, лечении остеохондроза, искривления позвоночника, нарушение чувствительности или полная утрата чувствительности, парезы, плегии, в травматологии и ортопедии, профилактика и лечение деформаций и нарушений функций костно-мышечной системы, последствий травм или заболеваний, в акушерстве и гинекологии, в педиатрии, в эстетической медицине и косметологии. Как и для любого метода лечения, для кинезиотейпирования есть противопоказания. Категорически нельзя применять тейпы на область онкопроцесса, при аллергии на адгезивный слой тейпа, на область гнойного воспаления кожи, область тромбозов, область ран и язв. И есть ряд относительных противопоказаний, когда тейпы применяются с осторожностью. Это область тяжелых выраженных отеков, сахарный диабет в тяжелой форме, заболевание почек, первая половина беременности. Кинезиотейпы всегда накладываются на чистую, сухую кожу, желательно очищенную от остатков крема и масел, обезжиренную. Волосяной покров в зоне тейпирования желательно сбрить. Снимать тейп надо специальными приемами в направлении по росту волос. Не рекомендуется тейпировать более 4 зон. Тейп накладывается на срок от нескольких часов до нескольких суток. Обычно это от 2 до 5 суток. Клей на подложке активируем путем растирания, трения и никак иначе. В баню и парилку нельзя ходить в тейпах. Купаться в тейпах можно, но не растирать полотенцем, а просто промокать. Перед занятиями лечебной физкультуры тейп накладываем за 50-60 минут, чтобы уменьшить боли. При сочетании тейпирования с мануальными методами лечения кинезиотейпы накладывать надо после сеанса мануальной терапии и массажа. Кинезиотейпирование помогает спортсменам избежать травм, болей в мышцах после тренировок. Неудачное нанесение тейпа усилит боль или вызовет дискомфорт. В этом случае его надо быстро удалить. Есть разные приемы удаления тейпа. Способ скатывания. Второй способ удаления – через палец, прижатый к тейпу. Я покажу. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал и нажать колокольчик. Перед нанесением аппликации необходимо подготовить полоски тейпов нужной длины. Их измеряют по месту, а потом острыми ножницами, которые специально предназначены только для этой работы, обрезают острые уголки, скругляют острые уголки тейпа. Это делается для того, чтобы аппликация дольше держалась на участке кожи, чтобы аппликация дольше служила. После этого делается загиб для того, чтобы подготовить якорь, место, которое будет прикрепляться на коже первым. И разрываем по этому месту бумажную основу. Снимаем бумажную основу и прикрепляем якорь на необходимом участке тела. После наложения тейпа сразу же необходимо растереть энергичными движениями полоску тейпа для того, чтобы создать нужную температуру и для того, чтобы тейп надежно закрепился. Для того, чтобы снять тейп, используются два разных способа. Первый способ – путем скатывания. Приподнимаем краешек и скатывающими движениями убираем тейп, он превращается в такой маленький ролл. Следующий способ – мы удаляем тейп
по пальцу, который прикладывается на поверхность тейпа. Оба способа безболезненные, но тем не менее надо помнить, что снимать тейп следует по росту волос. Существуют различные формы аппликаций. Самая простая – это в виде прямой линии, I-образная форма. Также существуют X-образные формы, U-образные формы и более сложные, например, в виде фонарика. Я покажу, как выполнить некоторые из них. В зависимости от того, каким способом мы хотим воспользоваться, мы делаем наложение полоски тейпа либо с натяжением, либо без натяжения. Необходимо помнить, что существует уже заводское натяжение примерно 15%. Если мы накладываем лимфодренажный тейп, мы накладываем его без натяжения. Когда мы накладываем тейп с целью фиксации сустава, с целью ограничения подвижности, мы делаем наложение тейпа с натяжением. Смело используйте методику кинезиотейпирования в своей работе, в повседневной жизни и в тренировках. Пусть вас не тревожат боли и травмы. Берегите себя и будьте здоровы!